Арест Зеленского, гарантия безопасности в тюрьме или же ликвидация? Заявление Киева и Москвы, что происходит? Удар «Искандером» по иностранцам в Украине. Россия заявляет о высокоточной атаке по расчетам БПЛА. Украина публикует кадры с места и обвиняет РФ во лжи. Перестрелка с представителями ТЦК на западе Украины. Как проверка документов превратилась в боевик, где инициатива была не на стороне военкомов. Детали. Украинскую армию планируют сделать стальным дикобразом. Планы по изменению ВСУ для противостояния России. Ключевые итоги встречи в Париже. 26 стран готовы к отправке войск в Украину. Новое наступление армии. Россия стянула 100-тысячное войско на линию фронта. Каков план? Сидят на двух стульях. Трамп недоволен Европой, которая покупает нефть у Москвы. Кроме того, США наносят удар по союзникам, которые граничат с Россией и Беларусью. Почему? Казахстанцев, которые решатся на переезд в Россию, начинают обучать, как защищать свои права на чужбине. Детали новой программы досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Удар «Искандером» по Украине. Россия заявляет о высокоточной атаке по Черниговской области. Минобороны РФ публикует видео и утверждает, что сорвала попытку украинцев запустить ударные беспилотники по России, нанеся удар по расчетам БПЛА ВСУ. Расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван. В то же время Украина заявляет, что расчетов БПЛА не было, а Россия такой формулировкой оправдывает удар по гуманитарной миссии Дании. И в ответ также публикует фото и видео с места происшествия, где, как утверждается, работала гуммиссия по разминированию территорий. Смертельный российский удар по гражданским. Сегодня днем россияне прицельно ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию Датский совет по делам беженцев. Территория неподалеку от Чернигова, Киселевская громада. Известно о 2 погибших. 3 ранены, им оказывается помощь. Отмечу, что на событие уже отреагировала Дания. Там заявили, что осуждают удары по гуманитарным работникам. Кроме того, в Копенгагене заявили, что удар «Искандером», далее цитата, «подтверждение того, что Путин не намерен прекращать свою незаконную захватническую войну», говорится в официальном заявлении МИД Дании. Перестрелка с представителями ТЦК на западе Украины. В Волынской области мужчины, у которых хотели проверить военно-учетные документы, заявляют о нападении со стороны военкомов. По их словам, они вели себя дерзко и открыли огонь без причины. К тому же, находясь на частной территории, называли себя сотрудниками спецподразделения СБУ «Альфа». Я сидел вот так, как сейчас сижу. Он заходит и сказал: «Так, пацаны, с матом, работает Альфа». Начал меня пинать, как будто хотел столкнуть с лестницы. Второй, который стоял перед ним, достал баллончик и начал меня обрызгивать. Видите, вот здесь он меня обрызгал, но вообще все полностью залил. Другой достает пистолет, начинает стрелять. Я успеваю увидеть, что это пистолет, выбиваю его и другой рукой забираю баллончик. И тогда началась потасовка. Дальше он бежит с тем пистолетом. Он целился в меня. Куда он стрелял? Прямо целился в меня. Я, как говорится, в самообороне. Выстрел был. Выстрелов по мне было 3. В ТЦК или же попросту в военкомате заявили, что мужчины отказались показывать свои военно-учетные документы, когда их остановили на одной из улиц села Баратын. После мужчины бежали, спрятались в недостроенном доме, а во время второй попытки проверки документов оказали физическое сопротивление. Об этом говорится в официальном заявлении ТЦК. Там также объяснили, почему взялись за оружие. С целью прекращения неправомерных действий со стороны гражданских лиц один из военнослужащих попытался произвести предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия. Однако гражданское лицо выбило пистолет из рук военного и, подняв его с пола, открыло огонь в сторону группы оповещения. К нападавшим был применен слезоточивый газ с целью прекращения противоправных действий. Украинскую армию планируют сделать стальным дикобразом. Детали этой концепции, которую предлагает Европейский Союз, накануне вновь обсуждали в Париже. Гарантии безопасности стали ключевой темой. Западная пресса пишет о планах ЕС по размещению войск на территории Украины. Тема, которая, как вы помните, обсуждается уже не 1 месяц. Европейский подход предусматривает обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной и Черного моря вдоль ее побережья.
а также развертывание силы сдерживания на местах. По словам источников, осведомленных о планах, это будет включать элемент демонстрации, войска, размещенные далеко от линии фронта, чтобы служить сдерживающим фактором против будущих атак, и элемент восстановления для обучения и перестройки украинской армии, чтобы сделать ее, как называют лидеры ЕС, стальным дикобразом. Авторы материала также упоминают про заморозку войны по линии фронта, предоставление Украине американских разведданных, авиационном прикрытии, а также миротворцах ООН или наблюдателей из стран, которые Россия считает дружественными. Отмечу, что в Киеве при этом допустили заморозку по нынешней линии фронта. Если говорить реалистично, один из возможных сценариев – заморозка по линии фронта, и президент об этом говорит, но я думаю, что решение о финале, о том, какой сценарий будет окончательным, будет принимать президент. Опять же, мне некорректно говорить, пока идут консультации на уровне президента Украины и лидеров Европы. Там есть четкое видение и понимание рисков, которые Россия будет нести дальше. Издание Bild при этом пишет, что разговор Трампа с европейцами и Зеленским был напряженным. Трамп был зол и в разговоре с европейцами критиковал их. Американский президент недоволен тем, что некоторые представители ЕС продолжают сидеть на двух стульях и покупают у России нефть. Как стало известно Bild, Трамп обвинил европейцев в том, что они покупают российскую нефть, тем самым поддерживая российскую военную машину. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить, заявив, что импорт нефти из России в ЕС был значительно сокращен после нападения России на Украину. Кроме того, когда разговор зашел о санкциях против России, европейцы попытались согласовать совместные действия с американским президентом. Они предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против Москвы. Однако неясно, согласился ли Трамп на это предложение. Об этом пишет Bild и уточняет, что все-таки европейская сторона не ожидает, что Трамп решится на санкции против России. При этом Макрон озвучил несколько другую информацию. Он уверяет, что все пришли к выводу, что будут координировать действия в плане первичных и вторичных санкций против России. А также заявил, что если Москва откажется от конкретных мирных переговоров, то будут введены ограничения совместно с США. В Париже также заявили, практически 30 стран готовы отправить своих военных в Украину. На сегодня 26 стран официально обязались. Несколько других должны уточнить свою позицию. Но 26 стран обязались развернуть в качестве силы обеспечения войска в Украине или присутствовать на суше, на море, в воздухе, чтобы обеспечить это спокойствие на украинской территории и для Украины на следующий день после прекращения огня или мира. Россия неоднократно отвергала подобные сценарии. Накануне в МИД РФ повторили, что не дают своего согласия на такие гарантии безопасности для Украины. Россия обратилась к Западу. Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате. Поэтому, мне кажется, это им нужно каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят просуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции. Зеленский же подтвердил информацию западных медиа и дал понять, что украинская армия и ее сила – это центральный элемент любых гарантий безопасности. Он также обвинил Путина в срыве переговоров, ведь местом предложена Москва. Встреча необходима. Это не просто желание, это необходимо. Мы поддерживали встречу во всех форматах – трехстороннем, двустороннем. Я думаю, что Россия делает все возможное, чтобы тянуть время. Американские союзники передали нам, что Путин пригласил меня в Москву. Если кто-то хочет, чтобы встреча не состоялась, то он должен приглашать меня в Москву. Я считаю, что сам факт того, что Россия заговорила о встрече, важен, но пока мы не видим с их стороны желания закончить войну. Я думаю, что лидеры такого уровня должны выходить из встреч с какими-то результатами. Журналисты Bloomberg при этом говорят, что тяжело представить себе Зеленского в Москве, ведь ранее, судя по заявлениям украинской стороны, на него была объявлена охота. В словах Владимира Путина много всего.
С самого начала войны, когда были сообщения о диверсионных группах, которые разыскивали Зеленского в Киеве, чтобы убить его, и которых украинцы нейтрализовали. Трудно представить, что Зеленский отправится в Москву, особенно когда Путин в то же время говорит, что с нынешней украинской администрацией невозможно ничего достичь. Тем не менее, мы видели новую тактику Зеленского после катастрофического визита в овальный кабинет. Когда Трамп говорит «прыгай», он спрашивает «как высоко?» и делает даже больше. Помните, были разговоры о возможной встрече в Турции. Зеленский тут же сел в самолет и сказал: «Я здесь, в Турции, готов встретиться с Путиным». Так что, возможно, в рамках своей демонстративной политики Зеленский это и рассмотрит, но представить такое очень трудно. Приглашение Зеленского в Москву – это попытка или же план России по аресту Зеленского или же его ликвидации. Такую версию также обсуждают в украинском и российском медиапространстве. Зеленский по сей день находится в розыске МВД России. Информация об этом появилась в мае 2024 года. И в базе он появился не один, а вместе с бывшим президентом Украины Порошенко, о чем писала российская пресса, не уточняя, по каким статьям хотят судить украинских президентов. О том, что Зеленский может быть в безопасности в Москве, но в тюрьме, накануне заявил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов. В Украине он признан коллаборантом и осужден на 15 лет за государственную измену и переход на сторону России. А если Зеленский согласится на заморозку, его может ждать смерть от рук украинских националистов. Впрочем, выход есть. Зеленскому следует срочно бежать в Россию. Только в российской тюрьме он сможет почувствовать себя в безопасности. Чем дольше Зеленский не принимает предложение Владимира Путина о приезде в Москву, тем меньше у него шансов остаться живым и здоровым. Итак, какие у вас впечатления от всех заявлений? Друзья, оставьте свои комментарии под этим видео. Прошу, как всегда, без оскорблений. Если готовы, то поддержите меня лайком, а также подпиской. А я продолжаю. Россия готовится к большому наступлению и имеет для этого силы. Это беспокоит европейских лидеров, которые накануне встречались с Зеленским. Об этом пишет Bloomberg. Авторы материала уточняют, что Россия стянула 100-тысячное войско под Покровск, и именно там может пойти в наступление. Если Покровск перейдет под контроль РФ, то это откроет путь ее войскам для продвижения на Краматорск и Славянск. На заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе немецкие и французские чиновники обсуждали скопление российских войск возле Покровска, украинского оплота в Донецкой области, оставшегося под контролем Киева, сообщили осведомленные источники. Захват Покровска откроет России путь к наступлению на более крупные населенные пункты – Краматорск и Славянск в рамках попытки взять под контроль всю Донецкую область. Но тревога у европейцев не только из-за этого. Трамп готов нанести удар. США сократят часть финансирования безопасности для европейских стран, которые граничат с Россией и Белоруссией. Решение уже принято в рамках давления Вашингтона на союзников по НАТО, чтобы они больше тратили на собственную оборону. Об этом пишет Financial Times. Европейские правительства были ошеломлены этим сообщением и пытаются получить дополнительные разъяснения от Вашингтона, сообщили два дипломата, осведомленные о переговорах. Европейские чиновники также пытаются понять, смогут ли внутренние источники финансирования восполнить пробелы, или сокращения повлияют на ключевые элементы европейской безопасности. Россия нанесла удар по Эстонии. Ответ дипломатический. Москва заявляет, на своей земле больше не хочет видеть одного из сотрудников посольства Эстонии в Москве. Дипломата признали персоной нон-грата. Перед этим в МИД на разговор вызвали временного поверенного в делах Эстонии Марке Юхтеги. Исходя из принципа взаимности российской стороной, было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа. Напомню, что Россия заявила об ответном ударе после того, как Эстония выдворила из страны российского дипломата. В середине августа власти Таллина объявили персоной нон-грата первого секретаря посольства РФ Дмитрия Прилепина. Глава МИД Эстонии Магнус Цахна обвинил его в подрыве конституционного строя, разжигании раскола в обществе и даже в нарушении санкционного режима. Казахстанцев, которые решатся покинуть страну ради заработков за границей, собираются обучать, как защищать свои права на чужбине. Ответственность за такое обучение берет на себя агентство ООН. Главным направлением переезда в поисках лучшей жизни для граждан Казахстана пока является Россия. Только за прошлый год за границей работу нашли более 140 тысяч человек. Уезжали казахстанцы и в Южную Корею, Турцию, Великобританию, Катар и ОАЭ. Но вместе с возможностями их ждут и риски.
обман работодателей, серые схемы и нарушение прав. И чтобы люди умели защищать себя, Международная организация по миграции запустила проект под названием «Открытый мир». Через Казпочту и Центр развития трудовых ресурсов казахстанцам будут рассказывать, как не попасть в ловушки и отстоять свои права. Программа стартовала 4 сентября и продлится до конца января 2026 года. Основной упор на финансовую грамотность, безопасность и юридическую защиту мигрантов. Миграция должна быть шансом, а не угрозой, заявили организаторы программы. В Узбекистане придумали, как сжечь тюремный срок за чтением книг. Заключенным теперь будут списывать наказание просто за то, что они берут в руки литературу. Сенат 4 сентября одобрил поправки. Каждая книга из спецсписка – это минус 3 дня срока, но не более 30 дней в год. Решение принимает комиссия, а окончательное слово за судом. Под амнистию чтением попадают около 13,5 тысяч узников, но не пожизненно осужденных. Сейчас в тюремных библиотеках уже есть более 214 тысяч книг на разных языках, включая шрифт Брайля. Хиты среди заключенных — это Достоевский и топовые узбекские авторы. Фактически чтение превращается в валюту свободы. Друзья, что думаете о такой идее, когда прочитанный роман становится ключом к свободе? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.